Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. В этом уроке буду говорить о складках, о моделировании складок, об изменении их характера, ну, в общем, обо всем по порядку. Напоминаю, что такое характер складок. Это, во-первых, вид складки, то есть какая она сверху по линии талии, либо по линии соединения с корсетом, либо корсажем, то есть она встречная, односторонняя, бантовая или веерная, или односторонняя веерная. И как эта складка меняет свое поведение к линии низа нашего изделия, то есть она закрыта или она раскрыта. Перед вами сейчас фото двух платьев с одинаковыми складками, и там складки встречные, но на фото с правой стороны монитора они полностью закрываются и падают тяжелыми фалдами вниз, вся юбочка у нас, а на фото с левой стороны монитора мы видим, как складки к низу раскрываются. Вот еще пример платья с раскрывающимися к низу складками, опять-таки с левой стороны монитора. Теперь хочу показать на примере юбки полусолнца, как моделируются складки. Вот, например, наши полусолнце. Я взяла картон, то есть сделала в масштабе, в уменьшенном виде, как бы макет полусолнца. Размечаем линии, по которым у нас должны располагаться наши складки. Разрезаем по этим линиям. Размечаем, то есть пронумеровываем каждую деталь, подписываем, где у нас должна зрительно проходить линия бокового шва, линия середины спинки, линия середины переда обязательно. Теперь обводим каждую детальку, раздвигая при этом сверху и снизу. При этом сверху мы раздвигаем на глубину, на величину глубины нашей складки, а к низу чуть-чуть больше. В результате у нас получится юбка с закрытыми полностью к низу складками. Вот я продолжаю вам показывать, как сделать пошагово. То есть все, что салатовым цветом и крестиками отмечено, это глубина наших складочек по линии талии. Не забываем откладывать припуски на шов в конце. И, в общем-то, наш крой будет готов. Это можно делать сразу на ткани, либо можно заготовить себе лекало, если вы будете в дальнейшем этим пользоваться. То есть вот как на фото с правой стороны монитора у нас закрытые складки. Теперь хочу показать, как сделать моделирование юбок на примере полусолнца с открывающимися к низу складками. Смотрите, какая разница. Там мы раскрывали и снизу, и сверху на величину глубины нашей складки. Здесь только на величину глубины складки мы раскрываем сверху, а к низу мы смыкаем, мы ничего не раздвигаем, мы просто смыкаем каждую нашу деталь и оформляем линию низа нашей юбки. Если мы хотим, чтобы к низу чуть-чуть падали такие небольшие фалдочки, тогда мы раздвигаем чуть-чуть к низу, но меньше, чем величина глубины складки. Вот 3 подхода в работе дадут вам 3 разных результата. На этом все. С вами была Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. До встречи в новых видео.